Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 25, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из пара-парам-парарам-пам-парарам, барабанная дробь, Лиссабона. Закончила хвастаться? Я закончила. Начинай теперь ты. А меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я тоже из Лиссабона. Закончила хвастаться? Не особо. Потому что вы слушаете «К тебе или ко мне». Это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. А сейчас мы этим заниматься, конечно же, не будем. Потому что правда у нас одна. И это правда, что мы... Мы съехались, ребят. Да, мы съехались. Здесь, кажется, важным сказать несколько слов. То, что мы должны довольно давно были записать выпуск, даже садились за это несколько раз, но нам все казалось каким-то невероятно грустным и невероятно не в тему. Но мы все-таки решили записать хоть что-то с какой-то мыслью о том, что, возможно, вам это будет приятно, полезно, и вы сможете как-то выдохнуть, отдохнуть, что вы по нам немножечко скучали. Потому что мы по вам очень скучали. Но еще, конечно, важный момент, что нас многие просили. Просили все-таки вернуться и просили что-то немножко поговорить, потому что времена такие, что радости немного в жизни остается. Мои какие-то политические позиции, которые на самом деле довольно прозрачны, можно посмотреть в моем инстаграме. Мне на самом деле есть очень много из чего сказать личного и политического насчет текущей ситуации, и я периодически делаю это в инстаграме. Пожалуйста, заходите, смотрите, подписывайтесь и давайте обсуждать или давайте не обсуждать. Здесь мы постараемся сделать максимально легкий выпуск, наверное, ни о чем, и просто как-то провести с вами следующие полчасика, наверное. Да, поэтому заранее хотим вам сказать, что нам ни в коем случае не хочется каким-то образом обойти острую тему. Но здесь мы не для этого, и поэтому мы будем стараться каким-то образом вас развлекать. Потому что, если честно, первые два варианта этого выпуска, они просто пошли в корзину по той причине, что они получались, совсем не веселые. А мы вроде как подкаст, знаете, такой развлекательный. В общем, ребят, мы съехались. И мы живем вместе уже почти 3 недели. Чуть-чуть поменьше. Есть такое. Мне, на самом деле, когда я написала в сторис, что мы с тобой съехались, мне пришло несколько сочувственных сообщений для тебя, типа, как Егор это переживает, как Егор это переживает. Спасибо, друзья, вы меня понимаете, да. Я отвечала такими, знаешь, максимально есть такие странные эмоджи, которые как бы непонятно, что выражают. А почему ты их прислала? Потому что сама не знаешь, что по этому поводу чувствовать. Я пыталась передать символом пассивную агрессию свою. Интересно. Как, Егор, тебе? Выживаешь? Да, ты знаешь, неплохо. Одной моей сожительнице я даже во снах сниться начал. Да, на самом деле мы с Егором в какой-то максимально плотной связочке в Лиссабоне, точнее, сейчас мы даже не совсем в Лиссабоне, потому что наши финансы поют романсы, а жилье в Лиссабоне почему-то сейчас стоит просто миллиарды денег, и за курсы не только, и его и не найти. Поэтому мы сейчас ищем квартиру на долгий срок, и это реально игра в кальмаров. Да, ребят, так что если вдруг вы живете почему-то в Лиссабоне и слушаете наш выпуск, кстати говоря, у нас даже нашли здесь друзья, которые живут в Лиссабоне и слушают наш выпуск, ребята, привет. То если вдруг вы живете в Лиссабоне и слушаете наш выпуск, знаете, нам очень нужна красивая, хорошая квартира. И знаете, ребят, чем дальше, тем менее красивая и хорошая нас устроит. Сначала, когда мы приехали, такие, так должны быть такие полы, столько комнат. Ребят, понимаете, что здесь мы, это Кристина к себе обращается. На вы. Да, я к себе с большим уважением. Там какой-то лист того, на что мы соглашаемся. Последнюю неделю я спала на двухъярусной кровати в комнате без окна, и я, знаете, такая, мы сегодня переехали в новую квартиру, такая, окно, в квартире есть окно, вау, я счастлива. Ребят, при этом я спал в комнате, в которой окно есть, в спальне. А я не люблю, когда светит свет в окошечко по утрам, потому что я поздно просыпаюсь. Это меня постоянно бесило, и мне приходилось спать в маске. Но я не мог поменять комнаты, потому что кровать-то была широкая, а на узких я спать ненавижу. Да. Так что мы оба мучились как могли. Оба мучились. Да, это, конечно, все очень смешно. Мы за последние 3 недели переехали, по-моему, 6 раз или что-то такое. До того, как Егор ко мне приехал, я в Лиссабоне переехала еще 3. И поэтому вся жизнь, в которой я жила последний год, когда раз в 2 недели собираешь чемоданку, переезжаешь в новую страну, теперь у меня случилось раз в 2 дня ты собираешь чемодан и переезжаешь в какую-то новую, очень странную квартиру. Знаете, как я люблю говаривать, когда занимаюсь психотерапией пищевых расстройств? У нас есть раздельное питание, это раздельное жилье какое-то. Окно в одном месте, двухспальная кровать в другом, холодильник в третьем, или что? Да, нет, я люблю говаривать,
лучший враг удовольствия – еще большее удовольствие. Это нам не грозит. Ты получила его просто сполна, как могла вообще. Ты же любишь путешествовать. Путешествуй. Из хорошего, еще, кстати, знаете, есть хорошее. Ну, короче говоря, из такого специфически хорошего, мы сейчас недалеко от океана живем. Тут, знаете, я первое время выходил, я никогда в жизни его не видел вообще. И первый раз увидел вот буквально тут неделю назад. Очень красиво, боже, как красиво. И вот смотрю я на этот океан и думаю, знаете, такое состояние, когда вокруг радуются люди, бегают дети, светит солнце, тепло, даже жарко. А такое ощущение, что это все такое, знаете, сегодня есть, завтра нет. Давайте так аккуратно скажем. Это из хорошего. Вот я сходила, когда первый раз посерфила, прям чувствовала себя такой счастливой, потому что я про все забыла вот на 2 часика. Пока я там плескалась в волнах, хлебала морской водички океанской, я прям почувствовала себя супер счастливой. На самом деле, за 3-ю неделю, не знаю, вот как у Егора, но у меня, несмотря на всякие разные сложности, которые, с одной стороны, довольно угнетающие, с другой стороны, на 1% такие угнетающие, как у множества людей сейчас, я как-то, не знаю, примирилась с новой реальностью, насколько с ней можно примириться. И мы что-то с Егором пытаемся выруливать в этой новой жизни совместной, которую мы не ожидали, что мы будем, когда-то в этой жизни вести. Вообще, мы с Кристиной много про это говорили. Вообще, ты думала о том, что Нет. может так получиться, Нет. что мы когда-нибудь будем с тобой прямо жить? Нет, я думала, что мы можем с тобой жить неделю в отпуске совместном. Ну да. Не то, что... давай... Это подожди, а что, со мной нельзя жить больше недели? Да не, в плане вероятности этого, не в смысле можно или нельзя, хочется, не хочется. Просто вот сама... С чего вдруг? Да, с чего вдруг? Вероятность того, что я съедусь с огромным количеством людей, она была сильно выше, чем с тобой, при моей огромной любви. Ну да. Вообще, на самом деле, у меня сейчас, конечно, огромное переосмысление моего отношения с коммитментом, с обязательствами. Но я такая думала, ладно, я сейчас еще, наверное, полгодика покатаюсь, и вот через полгодика буду аккуратненько присматриваться. Может, где-то осяду, да, а может и не, посмотрим. Немножко задолбалась на чемоданах. Есть еще порох в пороховницах. Выяснилось, что этот вопрос решается за 1 день. Да, в целом, я случайно доехала до Португалии, просто, опять же, с какого-то... Что-то в Италии надоело, ладно, съезжу в Португалию. И бац, это все случается, и жизнь резко меняется, и вот мы уже вместе с Егором, и вот мы уже сейчас ищем квартиру с годовым, с 2-летним контрактом. Параллельно моя история. Я думал, сидя в России, что, надо бы, конечно, переехать, может, годик-другой, надо английский так подучить, чтобы прям хорошо был, надо там еще какие-то дела доделать, всякие бумажки пособирать. Оказывается, этот вопрос решается за вечер с переездом. Вот как у Кристины с съездом со мной, так вот у меня с переездом в другую страну. Но что вам сказать, я счастлив, конечно, что так получилось, и я успел буквально в последний самолет. Мы говорили о том, что мы стараемся как-то чуть повеселее этот выпуск делать, не как в прошлые 2 раза. Что хорошего, ребят? Во-первых, давайте так. Моя педантичность и перфекционизм, конечно, сейчас терпят интересные пертурбации. И главный виновник перетурбации тот, кто только что смеялся. Потому что Кристина, конечно, человек, который в быту... В смысле? Очень специфическая. Да, блядь, ничего там нет специфического. Да, расскажи историю про порошок. Да, что, в смысле, это не про быт. Это просто про банальное, рукожопство. Короче, ребят, вот у меня есть знакомая, она, никогда не закрывает ничего. Да. В смысле, ни одну, баночку она не закрывает. Я вам, чтобы вы понимали, Вазовский не закрывает даже свою зубную пасту собственную. Да, блин, зачем ее закрывать? Я тебе расскажу, зачем. Если ее не закрыть и положить в сумку, как ты делаешь, то сумка будет с зубной пастой. Ой, все. В этот раз Вазовский стирала и не закрыла жидкий стиральный порошок. В общем, садимся мы в такси переезжать в очередную 815-ю квартиру. А еще перед этим, знаете, нам нужно еще заехать в коворкинг, потому что у меня там встреча, и, в общем, вот это все надо было срочно сделать. Садимся мы в такси, едем, все замечательно. Такой дядька хороший. Открывает он багажник, а там все чемоданы в этой washing fucking liquid. Пенная вечеринка в багажнике. Пенная вечеринка была. Дядька удивился. Мы тоже подохуели, если честно. К слову о дядечке, он вообще был он глазом не моргнул. Он такой, пенная вечеринка в багажнике, где мои годы? Да, мы такие, давайте тряпочки, и мы втроем, с этим дядечкой начали оттирать его машину и наши чемоданы. Слава богу, больше всего досталось чемодану Кристины. Он до сих пор пахнет альпийскими лугами.
Очень приятно. Да, и знаете, он правда посвежел, он прям похорошел, мне кажется, таким чистым никогда не был. Да, вообще. Вот, это из плюсов. Поэтому, в принципе, даже вот в такой ситуации можно найти какие-то плюсы. Да, Егор, а напомни, пожалуйста, слушателям, что я там тебе 2 дня подряд пеку печенье, например. Это да. Домашнее. Я даже зафоткал это, ребят. Что я езжу на все просмотры квартиры, звоню всем по телефону, Это договариваюсь. правда, это правда. Что я хожу за продуктом. Сегодня мы сходили вместе, я следила и знаю, что ты любишь, ягодную активию, покупаю ее тебе вообще даже, когда ты меня не спрашиваешь. Да, ты сладкий пирожочек. Ты очень милая. Да. Ты очень милая. Это я, понимаешь, это я тебя не то, чтобы... Я чисто так напомнить, немножечко вкинуть. Я тоже кое-что делаю, так что нормально все. Нет, Егор, кстати, очень с Егором приятно, потому что Егор очень заботливый, на самом деле. Да, мы друг другу делаем массажики. Угу. Смотрим по вечерам телевизор. Ой, да, это классно. Кристина открыла для себя смотрение телевизора по вечерам, семейное, так сказать. Да. Я не помню, то есть только в детстве, наверное, условно, с кем-то я смотрела телевизор, сильно в детстве. Потом у нас телевизора не было. Слушай, а скажи, это создает какой-то, я не знаю, вот в чем прикол, какой-то как будто домашний уют, знаешь, вот ты вечером на диванчике смотришь телевизор. Не знаю, в чем прикол. Да-да-да, я думаю, что это многим последствиям привело в мировой экономике. Так, все, тихо, стоп. Нет, на самом деле мы смотрим просто не российский телевизор, мы смотрим передачу про то, как невеста выбирает свадебное платье. Ой, да, say yes to the dress. Да, или про огромные, при этом абсолютно безвкусные дома. А, ты про это? Да. Я думал, ты про футболиста. А про футбол? Про огромные... Нет, не будем шутить. Короче, мы смотрим... Мы просто футбол смотрели и удивились возможностям некоторых и всякие футболистов. интервью всякие смотрим. Вот Гордеева, которая выпускает классное интервью. Да, смотрели. Всяких Дудей мы посматриваем. Сидим на диванчике, обнимаемся и что-то смотрим. Да. Потом Кристина засыпает, я досматриваю. Да, к вопросу Сейчас узнали в этом все бывшие. Потому что я всегда засыпаю на второй минуте чего угодно, когда мы садимся смотреть. Включая секс. Всякое бывало. Там смотря как работает. Как пойдет. К вопросу о сексе. Секса, помимо того, что у нас с Егором, конечно, нет никакого секса. Ни ментального, ни физического. Секса не хочется, если честно. Да, что-то вообще. Хочется найти квартиру, где спать больше 1 неделю. Вот примерно такие потребности. Ну и чтобы она стоила не за 1 неделю, как аренда за месяц. Живем в каких-то довольно не очень, мягко говоря, модных местах за какие-то миллионы денег, практически в прямом смысле. Сори, жаловаться. Но это просто про то, что реально хочется закрыть какие-то базовые потребности, и потом можно будет думать о вот этих вот десятках потрясающих, красивых португальцев, которые ходят здесь по улицам. Ребят. И они пробивают через всю мою стену. Женское естество вообще, да? Да вообще, то есть я грущу здесь, конечно. Местные мучачи и мучачки вообще не во вкусе Егора, поэтому Егор немножечко страдает, но я вот это все носатая, волосатая, темноволосая, бородатая, кудрявая. Господи. И я тут просто на улице... Кристина говорит, она как бы секса не хочет, но глаз радует. Да вообще, то есть я вот составляла себе такие раньше таблички по странам в духе плюсы-минусы, да, вот расставляла баллы. И с точки зрения, как сказать, красоты экстерьера местного, я даю Португалии очень высокие оценки. Очень высокие. Ну, что вам сказать? Я вам сейчас скажу. Смотрю я на этих мужиков и думаю, я здесь вообще никого не найду. Понимаете? Потому что на их фоне я такой, какой-то непонятный европейский мужичонка. Понимаете? Тут такие все. Это правда. Привет, детка. Все дела. Это я в России там мог размахивать, сами знаете, чем там. И а тут такие у всех, знаете ли. Нет, здесь, конечно, мачо-мучачо просто. Я открыта миру, как только мы найдем квартиру, я прям представляю себе свидание, типа, к тебе или ко мне, он такой, пойдем к тебе, я говорю, вообще без проблем, у меня муж дома, да, если ты не против. Как это называется? Гражданский муж. Блин, просто мы сейчас снимаем эти квартиры. Извините, сегодня это будет школа ремонта у нас какая-то. Квартирный вопрос. Да. Ждите Home and Garden. Потому что секса в нашей жизни нет, наши мысли занимают одни квартиры сейчас, ребята. В целом. Здесь огромная битва за квартиры. Если ты не пришел первый, ты квартиру не то, что первый, минус первый. Минус первый. То есть, условно говоря, я там звоню, во-первых, нужно сразу объявление 10 минут. Ты звонишь только сразу по телефону. Букаешь просмотры. Его уже за 10 минут после публикации объявления забукали еще 57 человек. Я вчера спрашивала, во сколько можно назначить? Он говорит, я просмотрю меня с 8:30 утра, можно прийти к 4. Кристина говорит, я приду в 3:30. Я приду в 3:30.
ночи во предыдущего дня. Ну, то есть, на самом деле, да, я пришла просто за 15 минут до всех, посмотрела первое, сразу сказала на месте, не посмотрев квартиру, что я ее беру. Открывается дверь, Кристина заходит и говорит, я беру, а теперь давайте смотреть. Да-да-да. Потолок есть. Ледяной, дверь скрипучая. Стены есть, беру, живем здесь. Кстати, выяснилась интересная особенность португальская, ребят. Значит, я не знаю, в чем прикол, но есть квартиры, которые сдаются совсем с мебелью, со всем наполнением. И есть квартиры, которые сдаются без мебели, без наполнения, но с холодильником, каким-то базовой кухней, там еще что-то, с стиралкой. А есть квартиры, которые без всего. И их большая часть. Ну, то есть это, условно говоря, есть 10% на рынке мебелированных квартир. Очень плохо. Есть еще 5% со стиральной машиной и холодильника. И как бы 7,85 это просто пустые даже без лампочек. Реально, радует, что там хотя бы пол есть. Да. Не бетонная стяжка. И на самом деле, я думаю, что вот следите за апдейтами. Надеюсь, что через 2 недельки мы в итоге согласимся вообще все, что угодно, кажется. Знаете, это начало было такое. Лампочка Кристина, умеет прикручивать. Ой, господи, как я ненавижу плитку на полу, ну пипец вообще. Сейчас нормальненько, уже даже бетонные стяжки нормально, в принципе, как бы. Есть пол. Неплохо. Да. Я надеюсь, что мы не найдем здесь квартиры без унитаза. Но я не удивлюсь. Ну, короче, да, здесь разный жилой фонд. И просто это довольно выглядит странно, то, что если вот мы снимаем с другом. Короче, это почему-то очень смущает местных лендлордов. И поэтому в какой-то момент я начала говорить, что мы с моим как бы мужем. И я сама говорю... Гражданским, гражданчиком. Да, ну, типа, там уже как бы это... Все-таки, ну, все понятно, да. это какая-то... Ну, все таки ну, типа, пара, нормально, да? Да, непонятно, зачем вам 2 спальни, правда? Ну, может, как бы ваша, спим. да, история, да. Ну, там баб мужиков водить просто. Ну, мы странная семья. Кристина пукает громко во сне. Это правда. И меня это, конечно, вот то, что вот это вот называть тебя мужем, называть кого-то мужем, у меня прямо это панику. О, мой husband, да? Ну, типа, нет, это в смысле панику у меня вызывает. Даже хотя я понимаю, что это не по-настоящему, но вот идея о том, что, блядь, у меня есть муж, я такая... Кристин, я тебе честно скажу. Хорошо твоему психологу. Знаешь, как говорится, у нас на психотерапии огромный прогресс. Мой психолог уже съездил в отпуск, купил квартиру. Да, это вот про тебя, слушай. Потому что это, мне кажется, разговор туда, вот, к психотерапевту своему. Почему у тебя даже фейковый брак вызывает такую панику? Наверное, если бы это был бы с кем-то другим, он не вызывал бы такую панику. Но... Что, простите? Что, блядь? А что тебе не нравится? Смотри, лысый, красивый, носатый, хуястый. Что тебе еще надо, блядь? Да все как-то не поиспользовать, Егор. Ну, я тебе массаж делаю. Это правда. Нет, с Егором очень хорошо жить. Я просто как-то могу тебя носом поклевать. Да. Я как-то просто по-другому, наверное, свою жизнь представляла. Ну, знаешь, Кристин, сейчас все по-другому себе свою жизнь представляли. Это не то, чтобы, ребят, господи, спасибо, мы в прекрасной стране. Португалия, правда, замечательная страна. То есть здесь сложно что-то жаловаться. Кроме цен на Airbnb. Ну, есть немножко. Да и на квартиры в целом тоже. Да и на курс евро. Да. Ну, еще посмотрим, какая жара здесь будет летом. Мне кажется, тогда охуеем. Ну, в общем... Как бы ладно, не на что жаловаться, давай уж себе по чесноку. Но разворот, конечно, это какой-то совершенно удивительный. Вообще, если честно, вся эта история, знаешь, напоминает какой-то сюр, или как будто это какой-то такой хреновенький ситком, в котором, знаешь, типа, были 2 чувака, которые когда-то однажды встретились, значит, запизделись, вместо получаса пропиздели 2, потом начали делать какой-то совместный подкаст, потом какой-то проект, потом там еще что-то, а потом, блядь, такие хуяк себе съехались и, не знаю, там, поженились, блядь. Нет, было такого плана, никто это не писал. Блядь, это, сука, что? Как это вообще получилось, блядь? Нет, жениться? Нет, Егор, я не... Во-первых, давайте так. А что, подожди, если тебе ради того, чтобы платить не вот столько 1000 евро, а вот меньше 1000 евро за квартиру, тебе сказали, ну только надо, чтобы брак был. Чё? Блядь. Ну, разведемся потом, господи. Нет, я не могу, я хочу... Чего ты не можешь? А ты что? А ты должна быть как это... Вот эта девочка, значит, тебя папа должен вести вот этим специальным шагом невесты, и ты должна быть в красивом платье. Господи, вот почему ты так заинтересовалась этой передачей по поводу да, САЕС. Я хочу, типа, чтобы по любви. А какая тебе разница, первый и второй по любви? Нет, я хочу, чтобы по любви. Я вообще согласился твоего ребенка воспитывать. Это правда, блин. Подкидыша, знаешь, ты кукушка, вот, блядь, ты кто. Короче, у меня было полное ощущение, что я беременна. Я, кстати, знаешь, какой у Егора приступ ипохондрии, у Кристины приступ беременности. Блядь, как у собак ложная щедность. О, Господи.
Ужасная шутка, если честно. Нет, у меня, правда, я была уверена, что я беременна. С одной стороны... Просто Кристина перепутала тест на ковид, который показал 2 полоски. Да, сделала тест, там было 2 полоски, я такая, ну все. На самом деле, мы до сих пор не опровергли гипотезу, что я беременна. И, возможно, я потолстела на 4 килограмма не потому, что я жру по пачке печенья в день, по 2. Нет, конечно, естественно, это беременность. Ну, в общем, я думала, что я беременна, и я, с одной стороны, такая, типа, говорю, еп, твою мать. А с другой стороны, я подумала, так, отец какой-то из этих мужчин зажиточный. Любой из этих мужчин довольно зажиточен. И поэтому он будет нас Любой мужчина, у которого сейчас есть больше 1000 евро, для Кристины зажиточный. И он будет нас с Егором обеспечивать. А Егор сказал, на самом деле, абсолютно серьезно, очень милую вещь. Он говорит, я буду воспитывать твоих детей, неважно, от кого они будут. И я такая, о. Ну, что поделать, ну что с ней делать-то теперь? Да, блин, это мило. Блин, ты был бы хорошим отцом. Да я был бы идеальным, блядь, отцом. Да у меня собаки воспитаны лучше, чем многие дети. Так что есть какие-то, знаете, в нашем союзе все-таки положительные стороны. Да, ну вот пока ситуация... Кстати, Вазовский, правда, готовит хорошо. Я думал, что она пиздит. Нет, реально, она мне делала печенька, очень вкусная, слоеная. Хачапури делала. Хачапури делала, да, такие сырные штучки, такие вкусные делала. А меня вот аллергия, правда, обсыпала, но это не к ней вопросы. Ну, вообще, в целом, она такая, ну, как бы она молодец. Знаете, у нее иногда какие-то находят, знаете, приливы морские или чего. Она иногда даже хуяк такая, я просыпаюсь, блять, убрано наполовину. Ну, вторую половину я убрал. Ну, как бы нормально, все хорошо, живем. Только молоко не закрыто стоит. Блять, молоко не закрыто, мусор... Ой, блядь. Понимаешь, ты красавица. Блин, у Егора реально есть вот это вот то, что называется женская мудрость. Спасибо, блядь. Какой вот не думал, что такие комплименты мне понравятся. Так. Вот, у меня ее нет, а вот Егора есть. Например, мы идем куда-то, я говорю, вот нам точно туда. И оказывается, конечно, вообще не туда. И потом я говорю, ну я же говорила, что нам не туда. Егорка говорит, ну, конечно, солнышко, ты всегда права, ты всегда говоришь вот все правильно. Я такая, ну да, это я, да, я права. Я права, да. Да, я права. Нет, у тебя тоже есть женская мудрость. Ты единственная из всех моих отношений, а это уже можно считать отношениями, в принципе. Да, это уже семья у нас. Вообще, да. Когда я постоянно хнычу, а я хнычу примерно постоянно, но это, знаете, как Кристина не закрывает крышечки, а я постоянно хнычу по любому поводу. Я выхожу и нудю. О, что такое улица? Слишком сырный хлеб, слишком хлебный, солнце слишком светит, слишком холодно. Извините. Ну, я белокожий, я сгораю к хуям. А потом у меня температура, и я плюю. Вот примерно пару слов о том, как Егор загорает. Знаешь, мне кажется, я напоминаю этого жирафа из мультика «Мадагаскар». Ой, у вас тоже лицо похоже. Иди ты в жопу. Я постоянно хныкаю, или бывает, иногда проснусь в ужасном настроении. И, в общем, все мои отношения всегда это было, кто обижался, кто молчал. Но никто никогда мне не сказал, знаешь, или просто проигнорировал, а ты сказал, все хорошо, пошли, все и нормально. И как бы, и все. И я, блин, сразу успокаиваюсь. Обычно меня, знаешь, там еще на сутки меня бомбило. Вот, так что ты тоже мудренькая. Да нет, у меня просто ужасный характер, поэтому я не могу никак комментировать твой ужасный характер. Мне кажется, что это было бы не душеполезно. Ну, ребят, мы посмотрим в следующих выпусках, у кого характер ужаснейший. Так сказать, повоюем. Да. Надеюсь, что нет. Но мне нравится, что Егор дает мне очень много personal space, что я могу находиться наедине с собой столько времени, 27 часов в день, в сутки, сколько мне хочется. Ну, сегодня, конечно, пришлось ее будить днем. Ну, как днем, в 8 вечера. Кристин, пошли смотреть на закат на океане. Ты сходи, потом вернешься, пойдем в Ашан. Ребята, кстати, здесь реально есть Ашан, просто это особенно ржачно, потому что сходи, потом вернешься, пойдем в Ашан. У меня хобби — это походы в Ашан. Я начала работать с 6 утра сегодня. Кстати, мы запустили в Толке новый проект. Это диджитал государство новой формации, которое про любовь, а не про ненависть. Она называется Civilians. Если вы сейчас уезжаете и уехали из России, или если вы остались в России, но вы хотите организовывать какие-то новые горизонтальные связи, то вступайте туда. Я плохо рассказываю, но все классно рассказано по ссылке. В общем, строим новый мир лучшего будущего. Поэтому я работала с 6 утра, и поэтому я легла спать днем, и поэтому я в 8 вечера проснулась. Да, очень логично. И поэтому тебя теперь надо как-то спать уложить. А без проблем. Мне бутылочка вина спать уложит. Вот так и живем. Угу. У кого пьющий муж, а у меня пьющая жена. Блин, да. Ну вот реально я уже повторила сегодня там типа 5 раз, что ты мой муж. И такой, my husband and I, we are looking for a flat. Can we arrange a viewing? Can we arrange a viewing? Can we arrange a viewing? Ты прям реально husband говоришь?
Да. А как ты будешь потом пруфы предоставлять? Civil партнер. Civil partner, окей. У тебя какое-то колечко есть обручальное? Есть. У меня, кстати, много колечек. Заебись. А давай дадим, да? Ребят, короче, у нас тут такая афера вообще намечается, ребят. Помимо того, что там сложно было достать разные всякие документы из разных всяких стран, все их еще правильно там перевести и все остальное, понимаете, дело в том, что у нас тут appointment в понедельник, встреча с, как бы сказать, лендлорд... Блядь, господи. С хозяином квартиры. Appointment, блядь, лендлорды. Ага. Короче, у нас встреча с хозяевами квартиры. А поскольку конкуренция сейчас... Смотрины, да. Нас, причем не квартиры. Как бы, а поскольку конкуренция сейчас, знаете, ого-го тут, то Кристина придумала, значит, такую аферу, что мы, ну, как вы уже поняли, муж с женой. Она, значит, крутая британская предпринимательница. У меня, напомню, литовский паспорт и британский номер телефона, поэтому легенда выглядит нормально. Да, и по-английски из нас она говорит хорошо. Еще у меня есть даже британский банк-аккаунт, там написано «Student банк-аккаунт», но это мы самажем. Да. А я, дескать, известный русскоязычный автор книг, что правда, потому что у меня выходит книга. Предзаказик в описании, предзаказик ссылочка. уже, да, первый тираж разобрали, ребята, между прочим. И как бы получается, что вот мы будем с Кристиной в понедельничек играть. У меня, знаете, в воскресенье английский, и Кристина сказала, значит, чтобы я со своим преподавателем учил текст своей роли. Hello, I'm Егор. I'm a very, very famous author and a psychologist from Russia. I'm suffering. Почему? Что это я suffering? А что, просто suffering? I'm suffering, but not financially. Financially, I'm very sufficient person. Мы должны произвести в понедельник богатое впечатление, хотя если бы вы меня видели бы сейчас, я в такой классической какой-то, новой толстовке. Ну, как новой. Она новая, конечно, но сзади уже там вся... короче, немножко пятнах. Там есть какое-то количество пятен, выгляжу я как подросток, у меня прыщ на подбородке, я в розовых пижамных штанишках и сижу пью вино. Но, когда у меня просмотры квартиры, ребята, это что-то на красивом. Платье, маникюр, сумки, ресницы, платочки, колечки. Все самое дорогое на мне надето. Реально все колечки из H&M на тебе надеть. Ой-ой-ой, они хорошие там. Выглядит богато. Я такая прихожу, Донна, и меня спрашивают, а вы for rent or for sale? Как бы лукинг. И я такая, пока for rent, но for sale рассматриваем. Это то, что называется positive thinking. Ну, тут, в общем, люди просто одеваются, на самом деле, довольно просто. Это не Италия, не знаю, там, юг России какой-нибудь, где у нас вот надо, чтобы с иголочки. Ну, просто как бы люди ходят себя. А Кристина, конечно, выходит из машины и такая, добрый вечер. Здравствуйте. Я произвожу впечатление денег, Егор. Которых у нас нет. Для того, чтобы нам сдали квартиру. Ох. Ну, в общем, как говорится, fingers crossed. В общем, что я поняла за последние несколько недель, это то, что несмотря на то, что мы с Егором дико угораем друг на друга, что я не закрываю молоко, что Егор постоянно ноет и так далее, я дико рада, что мы сейчас вместе, что мы есть друг у друга, потому что я бы справилась со всем этим одна, но это было бы сделать в 100 раз сложнее. И сейчас все равно мои дни во многом благодаря тебе наполнены и любовью, и смехом, и всем таким теплым и нежным. И ты, конечно, невероятное плечо и поддержка. Я рада, что мы можем с тобой разделить эти сложные моменты вместе. Ага, спасибо, Танька. Я тоже не знаю сейчас, что бы без себя делал, потому что, страшно одному, страшно в чужой стране. Это какой-то странно меняющийся мир. Ощущение неизвестности, ощущение непонятия, как понять, что делать, как понять, куда идти, как понять вообще, как дальше жить. И ты тоже мое плечо. На самом деле, даже помимо какой-то благодарности у нас друг другу, есть еще огромная благодарность у меня всем моим друзьям и коллегам, и людям каким-то там, типа, супер вблизи от меня и супер далеко, потому что за последние 3 недели я реально поняла, что люди — это вообще самое главное, что у нас есть, и мы, друг у друга — это самое главное, что у нас есть. И спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что вы есть у нас. Знаете, непонятно, если честно, что дальше будет, никому непонятно. У Кристины непонятно, что будет с бизнесом, но как-то все грустно выглядит. Непонятно, каким образом дальше вообще будет существовать ли вообще подкаст-индустрия в целом, если мы говорим про то, что вы сейчас слушаете. Непонятно в целом, что будет вообще у людей в разных странах мира. И вот это ощущение, знаете, страха неизвестности, какой-то пустоты или каких-то даже вещей, которые могут быть похуже этого, оно, конечно, не покидает никого. Здесь хочется сказать, что если вам сейчас плохо, грустно, одиноко и тревожно, это супер нормально. И это переживают все. И, пожалуйста, не бойтесь, наверное,
наверное, то, что помогает мне, да, это как раз быть супер на связи со своими людьми и с друзьями, близкими, знакомыми, коллегами. Но также мне супер помогает психотерапия. И сейчас мы напомним вам про нашего партнера Ясно, но это такая вот супер искренняя, на самом деле, рекомендация скорее, чем реклама, просто потому что это, правда, возможность выговориться, прочувствовать, поплакать и почувствовать какую-то опору, попробовать ее найти, если она сейчас потеряна. Да, поэтому, если у вас кто-то есть рядом, это здорово, значит, этот человек точно так же, как вы, чувствует то же, что чувствуете вы, а может быть, что-то еще сложнее, и поэтому можно поделиться и с ним этой информацией про наших друзей сервиса видеоконсультаций с психотерапевтом Ясно. И самому себя тоже нужно, очень нужно поддержать. Это именно то время, когда, слава богу, сейчас психотерапия распространена, слава богу, сейчас есть интернет, и есть возможность, не выходя из дома, помочь себе и помочь родным. Все сессии, потому что у Ясно проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. В любом месте, из любой точки мира вы можете найти их, поговорить с ними везде, где есть доступ. Заниматься с психотерапевтом можно через любое устройство, через телефон, планшет, компьютер. И Ясно, безусловно, тщательно отбирает своих специалистов самых разных профилей. Психологи подбираются индивидуально под запрос клиента. Сейчас, наверное, понятно, какой запрос, но тем не менее, это не означает, что других проблем нет. И на основании заполненной анкеты. Требования к образованию, опыт и практики очень высокие. Каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование, предоставляет рекомендации. Ясно, консультации в среднем дешевле, чем офлайн-сессии. Сейчас это особенно, конечно, важно. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей. По промокоду «Еще к тебе» на английском языке слитно, большими буквами. При регистрации вы можете получить скидку 20% на первую сессию. Все ссылки мы оставим в описании к выпуску. Поделитесь ими со своими родными и близкими, если им это нужно, и поддержите себя сами. Ребят, говоря уже про психотерапию, говоря про то, что всем помогает, мы сделали опрос в Инстаграме про мелочи, которые вас радуют, или как вы справляетесь с тревогой. И нам написали много интересных разных лайфхаков, так сказать. Мы сейчас вам зачитаем просто список, вы можете что-то из этого выбрать, и мы очень рекомендуем с Кристиной, чтобы вы это себе применяли сейчас, знаете, даже, если честно, через силу. Потому что надо стараться жить какой-то жизнью, и от многих зависят еще другие люди. Поэтому читаем. Пересадка комнатных растений и вязание. Кому-то помогает сервисы по изучению иностранных языков. Кто-то пишет про много спорта, спортивные игры, где голову надо включать в игру, а не в то, что происходит. Вот Кристина не даст соврать по поводу... Да, по поводу серфинга, тем более сейчас в Португалии огромные волны, те, которых на Бали я не видела никогда, и поэтому там ты только думаешь о том, блин, страшно, и вообще никаких мыслей других не остается. У меня тут люди спрашивали: Егор, вот Кристина, она, значит, серфит, а ты не пробовал? Я говорю, я что, самоубийца нахрен? И знаете, если честно, раньше мне было как-то все равно, а теперь она со мной живет, и я такой думаю, вот идет она вернется вообще после этой гребли-то своей? Ох. Ну, короче, дальше что? Вот подкасты, в том числе и ваш, нам пишут. Приятно. Спасибо, ребята, спасибо. Нюхать кота. О, был бы кот, мы бы его понюхали. Ну, смотря где нюхать. Мне нравится нюхать подмышки собак. Блин, если честно, мне тоже. Правда, но это мои собаки. Знаешь, это довольно странная история, потому что собаки в целом пахнут собачатиной. Но это же мои, понимаешь, они вот... Я так по ним скучаю, конечно. Подмышки прикольные именно, да? Ты знаешь подмышки, как пахнут собак? Ну, они как-то какой-то кожей, что ли, что-то такое. Сладко как-то пахнут они. Ну, такое, да. Кому-то помогает банка нутеллы и батарейки по акции для Satisfyer. И еще рекомендуется со смазкой его использовать. Что еще? Готовить себе завтрак. Ребят, я с вами поделюсь прекрасной историей. Готовить завтрак лучше не себе. А когда вы просыпаетесь, и вам кто-то приготовил, вот это помогает отлично. У меня даже здесь за эти 3 недели один раз такое счастье было. Ну, правда, Кристина приготовила то, что мне из-за аллергии нельзя, но жест я оценил. Да. Я еще Егору пожарила мясо, но он потом сказал, что он сам пережарит мое мясо, которое... Потом пришел муж и перебал по-своему, да? Да, ну как бы ладно. Простите. Вот, Кристиночка, смотри, что там у нас еще? Еще есть танцевать и массаж, который мы делаем друг другу. Массаж, боже, да. Мы с Кристиной решили, что если мы ничего не придумаем, откуда брать деньги и на что жить в ближайшие пару месяцев, пойдем массажистами. Ну, на самом деле, мне кажется, вот мне нравится трогать людей. А я не люблю. Не любишь, да? Ну, типа, мне не нравится, когда... Я с ними разговаривать люблю. Я не люблю с ними разговаривать, если честно. Идеальная пара. Но мне нравится трогать, и мне нравится, на самом деле, массировать людей. И мне кажется, я могла бы быть хорошей массажисткой. Мне кажется, ты могла бы быть моей женой.
Я люблю Уже. разговаривать, ты не любишь. Я люблю, когда мне делают массаж. Ты любишь делать массаж. Ну, прекрасно. Я уже это Раз в знаю. месяц приготовила завтрак. Ну, ладно, тут мы, конечно, как-то что-нибудь придумаем. Ну, а ты мне когда приготовил завтрак последний раз? Ну, вот и все. Всегда. Ну, вот и все. Я тебе мясо пожарил, а ты не ешь. Пение в хоре. Но пока у нас Пение в хоре, за это отвечает Кристина Вазовский у нас. солистка, я пока одна. Но, ребята, мы, значит, давеча тут шли вечерком и с Кристиной пели «Ночных снайперов». Прям вот в Лиссабоне, знаешь, горланили. По твоей загорелой руке. Кристина, ты видела я мою руку? читаю Она вообще ни хрена не молитву. загорела. Мы с тобой расстаемся, мы друг навсегда, началось нахуй. навсегда. И, короче, я была... Дрожат мои губы, я кривлю их в улыбке. Она еще слова постоянно перевирает. Блин, я создаю альтернативную версию Реальность. текста. Ты создаешь альтернативную реальность на нашей кухне, как будто там черная дыра прошлась, и почему-то, блядь, все раз... Так, что еще? Что еще нам пишут? Танцевать, петь. Танцевать, петь и смотреть на солнце и воду. Мы это делаем. Да, мы это делаем. Слушайте, реально, на самом деле, я вам хочу сказать, что океан меня завораживает. Я вообще, в принципе, дома не особо, чтобы любил гулять. Я заставлял себя каждый день выходить с собаками. Прям натурально заставлял. Потому что у меня есть возможность, была возможность открыть дверь и чтобы они там сами погуляли во дворе дома. А сейчас я на этот океан хожу, ну, как по расписанию. Мне так нравится это что-то. Смотрите на воду, правда. Даже если бы это был не океан, а море, даже если бы это была какая-то речка, речушка, что угодно, это какая-то гипнотическая история. Слушайте, здесь, короче, живет прикольная собака. Она гуляет по пляжу, тусит с друзьями Кристины-серферами. Собака не выглядит какой-то бездомной, на ней, правда, нет ошейника, и она подваливает просто ко всем подряд на пляже для того, чтобы ее погладили. А если вы сделаете из песочка такой шаричек из влажненького и бросите ей, то это вы будете самым лучшим человеком в мире вообще. Да, и причем ее не интересуют ни палки, ни нормальные мячики, ее интересуют именно шарики из песка. Я сегодня наблюдал, она подходит просто к людям и начинает, знаешь, как бы она покопает, значит, этот песок и начинает на него лаять. Ну, типа, ну, скатай шарик, алло. Очень милое существо, безумно милое. Да, и я, знаешь, когда я смотрю на эту собаку, которая вот любит конкретно шарики из песка, и другие никакие шарики она не любит, я думаю, что есть шанс, что и нас с тобой полюбит, Егор. Возможно, есть какой-то кто-то, для кого ты и я, это мы будем тем самым шариком из песка. Главное, чтобы из песка, а не знаешь, как шарики у жуков-навозников. Блин, мы чуть с тобой не заплакали, и ты... Да. Вот. Очень мило. Но на самом деле это очень милое какое-то существо, оно такое... какое-то, как сказать, честное, какое-то настоящее. Очень. Я очень грущу про собак, конечно, потому что у меня дома остались собаки с мамой, и неизвестно, когда я смогу их перевести, поэтому, если честно, я даже не глажу ее, потому что это слишком для меня тяжело сейчас чужую собаку гладить. Я смотрю на некоторых тут мужчин и женщин и думаю, а точно нас полюбят? Ты уверена? Ну ладно, тебя-то понятно. Ты такая светленькая блондиночка. Украшенная, конечно, но блондиночка. Все хорошо, ребят, все замечательно. А я вот что тут делать буду? Мы с тобой поедем в командировку в Южную Корею. Ну ладно. И привезем тебе... Невесту. Невесту. Как у тебя из сна сегодня? Да. Кристина сегодня снился сон просто про меня. Да, про то, что у Егора была невеста из Южной Кореи. Угу. Ну, странненькая. Все совпадает в целом, как в обычной моей жизни, примерно так и было. У меня было 2 таких истории буквально. В Корее странненькие. Все совпадает. Да, супер. Вот вы теперь знаете, какой у Егора вкус. Здесь, чтобы вы понимали, невесты из Южной Кореи в Тиндере примерно 0. Их было 3. 3 было, да. Так что... Да. Это, кстати, ребят, подождите. У нас настроение с Кристиной, как, наверное, у многих сейчас, волнами, знаете. Иногда, мне кажется, все пиздец. А иногда мы так это как-то хорохоримся, думаем, все будет классно. Вот на таком иногда настроении мы с Кристиной полистываем Тиндер. И Егора причем. Причем, что характерно, мой. И понимаете, дело в том, что там, как бы, мне кажется, что у меня уже все смешалось, кони-люди. Никто не пишет. Ну, мужик, что ему писать. Но матчи случаются очень странные после настройки Кристины. Она еще в Питере странные вещи делала с моим телефоном в этом смысле. О, странные вещи с твоим телефоном. Как бы да, знаете, там ты сидишь так, смотришь, Кристина берет телефон, такая так, а потом ты понимаешь, что там что-то тебе насвайпали. Механизмы уже как бы поменялись, у тебя лента, Тиндер думает, что тебе нравится вообще неизвестно что. Вот, а я потом это перенастраиваю обратно. Ох, Егорушка. Ну, я просто расширяю твои горизонты. Расширяешь. Вот. На самом деле, В следующий раз твой будем свайпать, поняла?
Блин, ну если честно, вот все, что вот здесь вообще есть на улицах и в Тиндере, это просто настолько мой вкус. Они все настолько одинаковые, настолько О, вот да. какие я люблю. О, да. Я хочу пожелать нам с тобой, чтобы у нас главной проблемой в жизни была проблема, которую мы озвучивали в предыдущем выпуске, а именно то, что меня бросил мужик. О, да. Хочется вернуться к тем славным временам, когда это реально было... О, блин, а какая была истерика. И по делу, ладно? По делу истерика была. Нет, я же не говорю, что не по делу. Просто сейчас это, да, ты права, сейчас это все кажется, господи, какая-то... Дай бог такие проблемы иметь. Ну, всем. типа, да. Ну, как бы страдала я очень искренне. Очень хочется также искренне страдать вот по таким поводам, как бросил мужик, а не по каким-то другим. Я, знаете, иду тут по этому Лиссабону, хнычу, что уклоны большие, я устал и мне жарко. И думаю, Егор, ты не охренел вообще, а? Не, как бы, по-моему, охуел вообще. Потому что на секундочку забываешь, что мир изменился. Ну, в общем, дай бог нам всем, ребят, чтобы это все ушло, вернулось в какие-то обычные стандартные рамки, и мы опять начали переживать по поводу всякой вот такой чешуи. Спасибо, что нас слушали. Мы очень надеемся, что это был выпуск не настолько хреновый, насколько нам кажется. Мы надеемся, что хоть немножечко, хоть чуть-чуточку мы вам подняли настроение. И, пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что это какой-то мы тут смеемся, когда смеяться нельзя. Мы очень долго не хотели писать этот выпуск и сами до сих пор не уверены, что мы имеем право вообще так себя вести. Но вы нас очень просили, поэтому я надеюсь, что мы кому-то помогли. Да, и, в общем, рассказывайте, пожалуйста, как у вас дела в нашем Инстаграме, в нашем чате «К тебе или ко мне». Ссылочки мы оставим в описании. Что вы, как вы, где вы, рассказывайте. И тоже, если вы послушали выпуск, скажите нам, пожалуйста, посоветуйте, что лучше продолжать, делать их чаще, делать их реже, взять пока паузу. Ну, в общем, как вам кажется, нам очень важно ваше мнение. И есть еще так называемый клуб путешественников Крис Вазовский. Это чат в Телеграме, где сейчас больше 4000 человек, но это самый нетоксичный чат в Телеграме, кажется, на свете. Там мы друг другу помогаем разобраться с всякими вопросами, посвященными миграции. Так что если вы сейчас уехали из России или уезжаете из России, или не из России, из Украины, из Беларуси, из Казахстана, Кыргызстана, откуда угодно, вступайте, пожалуйста, и я думаю, что там на многие ваши вопросы будут ответы получены. Люди друг другу помогают, общаются, и как-то вот, да. Ну, в общем, если вам надо свалить, то, возможно, там помогут. Спасибо, что нас слушали. Мы вас очень любим, и спасибо, что пишете, и спасибо, что нас дергаете и заставляете нас писать выпуск, потому что, наверное, нам всем нужно заниматься делами. Пока-пока, ребята. Пока-пока.